Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же бумеранг она получит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И снова вы выпадаете императором. И снова семейный человек. Но смотрите, в принципе, вот кто меня смотрит из расклада в расклад, да, вот сигнификация довольно часто повторяется. Я вижу, что у меня есть ярые поклонники, за что я вам благодарна, за ваши лайки, за ваши комментарии, подписки, конечно же. Ну и снова здравствуйте. Здравствуй называется семейный человек. Семья в приоритете. Сильный мужчина, который... Либо же, знаете, вот вы пытаетесь сейчас сохранить семью, либо же вы хотите найти семью. То есть семья в приоритете у вас. Да, здесь могут быть разрушения семьи, но в любом случае вы нацелены на новую семью, на создание семьи. Вы человек, который вот именно... знаете, вы хотите женщину, да, у вас здесь проигрывается разрушение семьи однозначно. Здесь была такая была любовь, что ни сказки сказать, ни пером описать. Даже у некоторых может до сих пор оставаться. Дичайшая боль, дичайшее такое расставание было. Не хочу описывать, не хочу бередить ваши раны. Ну, я так смотрю по комментариям, да, некоторым довольно болезненно, поэтому... Сильно не хочу про бывшую углубляться, так буду вскользь, поменьше стараться, чтобы никого не расстраивать. Смотрите, вы человек, опять же, я вам скажу, что вы любите вот власть. Это такая чисто мужская история, вы любите руководить, вы любите контролировать. Причем вы делаете это так, знаете, не напрягаясь, не спеша. Вы можете, вот, ну, грубо говоря, сидеть на стуле, да, и управлять, и вам будут все рассказывать. Ну, как-то у вас это все так организовано, что вам будут, кто надо, приходить рассказывать, да, что там получается, что не получается. Вот в таком плане, да, где чего там, какие неполадки. Это касается абсолютно всего. Вот вы император, вы всегда во всем, вот и в семье, и на работе. Вот за что бы вы ни брались, вы человек, который вот серьезно относится ко всему. И к выбору женщины, да, и к созданию семьи, и к выбору работы, да. Вы не будете никогда дружить лишь бы с кем. Вот у вас даже, я думаю, в друзьях, приятелях есть люди, с которыми вам действительно... Но по-настоящему вот по-мужски хорошо. Либо же это какие-то общие интересы, либо же вы, может быть, друзья с детства, еще со школы там, да. Вы не будете дружить по выгоде. Нет, ни в коем случае. Вы человек, которому, знаете, вот многие люди даже, возможно, приходят за советом, потому что у вас много знаний, много опыта, потому что уже есть, ну, довольно такой багаж за плечами, много чего рассказать, есть много историй, которыми вы можете поделиться именно вот из своего опыта. Это могут быть не только друзья, да, это могут быть даже какие-то вот коллеги, с которыми вы в хороших отношениях, но можете просто, знаете, там в обеденный перерыв встать, поболтать о жизни, о том, о сём, да, вот в чем-то посоветовать, помочь, да. Вы еще человек, который... Ну, я вам скажу, вы умеете манипулировать людьми. Вот есть у вас такая жилка. Особенно это касается вот работы, бизнеса, финансов, вот такого, да. Вот в семье вы абсолютно не умеете. В семье здесь наоборот. Вот в семье вами помыкает, либо же раньше помыкала ваша женщина. Все, что касается вот деловой сферы, внешнего мира, так скажем, там уже вы, конечно, вот гуляй душа, что хочу, то и творю. Вы, кстати, еще человек, который не обделен магическими такими способностями. Ну, другое дело, что вы их, возможно, не развиваете, либо же так побаиваетесь развивать, либо не знаете, как начать, с чего начать. Здесь еще может быть момент, что вы... Некоторые из вас могут интересоваться вот эзотерикой, могут интересоваться даже таро, да, либо же сюда можно отнести какие-то вот науки, да, вот психологию можно отнести, что вы изучаете, вот, либо же пытаетесь изучить. То есть наклонности вот такого эзотерического характера, психологического характера есть однозначно.
Вы человек еще, вот хочется почему-то вас сказать, что, ну, назвать, вернее, вас сказать, боже, уже все, заплетык языкается. Назвать почему-то хочется вас человеком с безумным терпением. Вот вы терпите, терпите, но вы терпите до поры до времени. Вы терпите, когда вот ваша пружина терпения выстреливает, и тогда держись, и мама не горюй. Тогда будет места малой земли всем. Я не могу сказать, что вы конфликтный, там, скандальный, нет. Но, тем не менее, вы не дадите себя в обиду, вы не дадите на себе ездить. Это в семье, да, это в семье, конечно, все вами помыкают, и дети, и жены там, да, либо же это просто любимые женщины. И вот с женщинами как-то вы вот не научились ладить в том плане, чтобы вы манипулировали. Вот как-то не получается. Вот влюбленный волк уже не хищник. Это точно про вас. А вот во внешнем мире, да, здесь вы, конечно, мастер. Может также проигрываться еще у некоторых работа связана с какими-то вот документами, да, вот это могут быть какие-то и офисные работы, ну, либо же даже если не офисные, ну, по крайней мере, вот много документации у вас по работе, да, где вы много пишете, либо же много печатаете, да. Иногда вот может даже из-за того, что вы, если вы много сидите, допустим, на работе, могут быть проблемы со спиной, спина может побаливать, вот поясница. В пятой точке может тоже воспаляться там некоторые моменты, да, вот как говорят, шишки вылезают, да, мы не будем называть вот эти все интимные подробности, но тем не менее могут быть проблемы вот именно из-за такой вот сидящей работы, это тоже момент такой есть. Итак, давайте будем смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад сегодня. Ну, эта женщина для вас все, она для вас умерла. Причем она умерла для вас, ну так, она, знаете, я не могу сказать, что она умерла в одночасье, вот постепенно. Вы не могли ее отпустить какой-то период. Кто-то даже сейчас, возможно, не могут отпустить и пытаются как-то вот придумать, вот как бы все вернуть. Вот понимаете, это какое-то такое наваждение, да, вот я даже не знаю, ну, приворот, не приворот, да, но это надо уже на диагностике лично смотреть. Но это реально вот состояние может проигрываться, что вы сами понимаете, что с вами вообще непонятно, что происходит, да, вы умом понимаете, что женщина вам сделала больно, вы с женщиной скандально, конфликтно разошлись. Очень неприятно, да, это могли быть какие-то оскорбления, унижения, ну, то есть трэш полный. Но, тем не менее, вот какое-то наваждение, вот она мне нужна и больше никто. Кстати, я вот вспомнила, да, некоторые даже вот мне в комментариях писали, вот некоторые из вас пишут, что есть такой момент. Вот умом понимаю, что она такая сякая, да, вот она предала, она подлая, она больно сделала, но тянет и все, вот неведомая сила. Поэтому здесь такой момент присутствует. И есть такое вот желание какое-то, знаете, сумасшедшее желание, а может все вернется, а может случиться чудо, да, а может она все поймет, а может она извинится и так далее. Поэтому сейчас будем разбираться, да. То есть это женщина, которая принесла вам дичайшую боль. Вот сейчас пришла к нам на расклад. Вот даже на дне колоды у нас дама, которая, ну, довольно сварливая. Вот она настолько негативная, она несет с собой негативную разрушительную энергетику. Вот все, что вокруг нее находится, разрушается. Вот даже, может быть, цветы у нее в доме не задерживаются. Знаете, вот таких людей, которых негативная энергетика, ну вот говорят, у них часто даже вянут цветы. Вот эти вот комнатные цветы, они не могут у них долго задерживаться. Все пропадает, все вянет, да, вот потому что, ну, такая вот аура просто разрушительная. Она скандальная, она конфликтная, она очень придирчивая. Она, знаете, она и сама себе вот крышу сносит, вот она себя тоже накручивает. Я не могу сказать, что она такая вот счастливая, расчастливая красотка, нет. Не могу назвать ее женщиной, которая уж слишком сильно за собой ухаживает, следит. Нет, она самая обычная женщина. Да, иногда она пыталась за собой следить, но как-то то ли она это не умело делала, то ли лень матушка какая-то, да.
Здесь может быть даже момент, когда вы ей говорили, да, пойди же там, ну я не знаю, ноги побрей, грубо говоря, да, либо же там корни волос подкрась, да, ну в такие вот элементарные вроде бы женские штучки. Но здесь какая-то такая женщина, ну вот я прям не назову ее, что она прям слишком неухоженная, но то ли она не умеет вот со вкусом, знаете, вот по-женски даже одеться, она не умеет как-то вот быт обустроить, она даже, может быть, не умеет кушать толком приготовить, здесь могли вы готовить, да, вот она такая могла быть, ну, в каком-то смысле неряшливая. Здесь у вас могут даже проблемы в интиме из-за этого проигрываться, потому что может быть момент даже какой-то вот нечистоплотности. Напишите в комментариях, были такие у вас моменты или нет. Потому что вот недавно мы тоже ну, обсуждали с вами такие моменты довольно интимные, когда к женщинам такие вот ну, неряшливого характера, да, мужчины просто ну, не хотят ложаться в постель, ну, не говоря уже о каких-то там супружеских долгах. Так, как же она поживает, что же у нее? Ну, смотрите, она пытается, конечно, показаться, что у нее все хорошо, что она такой живчик, что жизнь прекрасна, но на самом деле все убито, разбито. Вот она сейчас осталась у разбитого корыта, да? Вот она не видит просвета вот в личной жизни. Вот она не видит. Я не вижу даже, чтобы она особо там романы какие-то крутила. Да, когда-то у нее были романы там, да, и после вас такие легкие. Но не более того. У нее нет стабильности в личной жизни, поэтому у нее вот завтрашний день у нее вызывает какое-то смятение, опасения, страхи. Могут дети поддерживать, вот если у кого есть дети, такие особенно ну, небольшого такого возраста, ну, до, я не знаю, там, до 15 лет, может быть, даже меньше, то дети как-то еще ее более-менее держат на плаву. А так она как-то вот вся истосковалась. Вот она сейчас в растерянных таких вот энергиях находится. Вот она вся в мечтах. О чем же она мечтает? Давайте будем смотреть. Вот ей хочется пару. Вот ей хочется пару. Но все мужчины, посмотрите, вот очень четко. Вот все, с кем она знакомится, даже для вот этих вот коротеньких романов от нее уходят. Вот это, знаете, такой своего рода есть бумеранг, потому что мужчины у нее не задерживаются. Почему не задерживаются? Давайте будем разбираться. Вот она абсолютно одинокая. Потому что она ориентирована, посмотрите, опять в который раз, да, у нас вот в раскладах выпадает, ну, ничего даже удивительного, вот туз пентаклей. Потому что мужчины видят ее некую корысть. Вот ни разу не выпала карта, которая говорила бы, что она там любит кого-то, да? Вот вообще я не вижу карт, которые бы нам говорили, что человек стремится любить, там, быть любимым. Да, вот для нее деньги, вот туз пентаклей. И чем больше, тем лучше. Из-за этого она себя чувствует одинокой, потому что денег таких у нее больших нет. Мужчины у нее постоянного нет. И как жить дальше, да, вот как свои хотелки там удовлетворять. Хотя я не вижу особых у нее даже хотелок таких. Вот она какой-то такой человек, да, вот она деньги вроде бы и хочет, но она их толком не умеет тратить. Вот она не из тех женщин, которые умеют рационально как-то так структурированно потратить деньги, да. Сначала мы купим там самое необходимое, потом еще что-то, да. То есть у нее нет такого вот, она может быть даже с детства не обучена, как распоряжаться деньгами, там, как распоряжаться вообще семейным бюджетом, допустим, да. Вот на что она тратит деньги, вот на что? На всякую чепуху, ну, на еду, это понятно. То есть вот она впустую, вот она зря вот по башне, она просто зря, вот она деньги, знаете, вот как мусор. Вот она что захотела, то и купила, пошла. Чепуху. Надо ей оно, не надо. Она пошла, купила. Напишите, были у вас такие моменты или нет. Вот сейчас по ней бьет бумеранг, который называется одиночество. И, знаете, вот, ну я не назову, что у нее нет денег. Я не могу назвать, что она прям чуть ли не такая бедная, несчастная. У нее нет тех денег, которые она бы хотела. И хочется побольше денег, у нее нет. У нее вот именно одиночество, это одиночество ее со временем будет разрушать.
Одиночество – это, вот говорят, удел сильных, да? На самом деле, вот я вам скажу чисто вот с психологического такого взгляда, что, в принципе, человеку должно быть хорошо с самим собой. Вот если вы находите занятия, да, вот когда находитесь сам собой, вы можете хобби каким-то позаниматься, еще чем-то себя занять, какой-то работой по дому. И вам не скучно, вы всегда найдете, кто-то книжку почитает, кто-то фильм посмотрит, кому что нравится. И вы не чувствуете себя угнетенным. А есть люди, которые, ну, они прям тяготятся одиночеством, да, вот она из таких. Вот ей настолько плохо, ей одиноко, да. Помимо того, что нет денежек, она еще должна чувствовать, что есть мужчина, который будет ее кружить, да. Вот вы ее когда-то кружили, хоть она не особо и закруженная такая, потому что, ну неумеха, ну честное слово, по-другому я не могу назвать. Вот она как-то, ну неумеха во всем. Это во всех сферах может быть, у каждого своя сфера, конечно, да, поскольку общий расклад. Поэтому вот бумеранг ударил по одиночеству. Одиночество и какая-то вот такая, знаете, безумная тоска. Вот тоска о прошлых днях, тоска по утраченных каких-то возможностях, да, вот о чем она тоскует. Вот давайте подробнее посмотрим. Ну вот о красивой сытой жизни, да. Причем, смотрите, еще у некоторых может быть такое, что она хотела еще либо же одного ребенка, либо же, если вот не было детей, она хотела вот ребенка от вас родить, да. Здесь может даже проигрываться, если женщина в возрасте, да, я знаю, что у меня разные возрастные категории смотрят. Если женщина в возрасте, нет ребенка, она еще может жалеть, что вот она не успела родить, что как бы возраст уже истекает, да. Все возможности истекают, уже как бы пенсия на носу, да, а ребенка так и не родила. Здесь тоже может быть этот момент. Плюс еще, смотрите, она даже вот не брезгует, она в дальнейшем будет заглядываться вот даже на женатых мужчин. Ей будет все равно. Вот главное, чтобы как-то вот богатенький, главное, чтобы денежки отстегивал. Вот в таком плане, понимаете? То есть она человек, ну, бескрышный в этом плане абсолютно. Здесь, ну, как говорится, ни стыда, ни совести нет. То есть у тебя жена, нету, да. Некоторые женщины, кстати, говорят, жена не стена, подвинем. Вот в таком плане. Есть, конечно, и такие охотницы за чужими мужьями, но сейчас не об этом. То есть она будет в дальнейшем, вот насколько, знаете, вот она отчается до такой степени, что она будет уже на женатиков засматриваться. Здесь может даже быть момент, что она попытается забеременеть от женатого хотя бы мужчины, да, вот чтобы для себя, допустим, вот если нет ребенка вообще, она может для себя вот родить ребенка, ну, забеременеть, по крайней мере, попытаться. Получится или нет, это уже будет другая история, но тем не менее тоже такие вот маневры у нее будут. Поэтому, знаете, вот ее жизнь наказала. Ее наказала отсутствием любви. Вот у нее любовь, у нее жизнь личная вообще в подвешенном состоянии, абсолютно. Абсолютно. Она очень боится остаться обманутой. Вы знаете, такая ситуация, когда ей хочется, чтобы у нее был мужчина, но она его не будет любить, она будет просто доить его. Но в то же время, чтобы он ее никак не обманывал, чтобы он ее никак не предавал. А хочется спросить, а как же жена тогда, да? Вот, ну, он же будет и с женой как-то контактировать. Хотя я понимаю, что многие мужчины, когда знакомятся, женатые мужчины, они рассказывают, что и с женами они не спят. Они в стадии развода, да, только как-то эта стадия все не заканчивается, не заканчивается. Ну, понятное дело, чтобы очередную девочку охмурить. Поэтому у нее каких-то, знаете, вот тараканов, которых травить не вытравить. Здесь такие моменты в голове, вот она себе такого напридумывала. Она в дальнейшем, вот это я так немножечко забегаю вперед уже, вот она в дальнейшем вот реально может поставить свою личную жизнь, вот, ну не то чтобы на паузу, а крест просто на ней поставить. Вот она будет жить для себя, вот как умеет, так и будет. Вот насколько у нее хватит денег, вот у нее останутся там подружки, либо сестра, мама, вот она с ними будет общаться. Вот как-то она в дальнейшем вообще на мужчин, ну походу забьет вообще.
потому что она у них спросом не будет пользоваться особым. Поэтому она решит, ну, сколько осталось, столько осталось. Как бы женский век короткий, буду жить для себя, буду пытаться жить хоть как-то в свое удовольствие. Хотя это тоже нужно уметь. Вот она, да, она и жадная к деньгам, она и обманчивая такая дама. Ну, то есть здесь минусов, я думаю, больше, чем плюсов. Поэтому бумеранг ее ударил однозначно. Бумеранг ударил, но вот поняла ли она это? Давайте посмотрим. Поняла ли она, что это будет ее расплата вот за вас? Нет, она этого не поймет. Она этого никогда не поймет, потому что вот она всегда, всю жизнь, вот даже думаю с вами, она вот в каком-то противоборстве вот находилась. Она доказывала свою правоту, она всегда права. Она могла с вами постоянно там ссориться, спорить, что-то доказывать. Да, вот она никогда не поймет, что она в чем-то была не права. Вот она такая вся фифа распрекрасная, все неправы, только она. Она не, абсолютно не жалеет, она не понимает, что вот эта ситуация, которая сейчас ее в жизни настигла, и которая дальше будет только усугубляться, вот как снежный ком будет накатываться, да, но это абсолютнейший бумеранг за то, что вот она потеряла мужчину, который, ну, был дан ей для семьи, да, вот для совместных детей, да, вот для жизни, как говорится, до глубокой старости. Она этого не поняла. Вот семья у нее осталась в прошлом. Осталась в прошлом, а сейчас остался, знаете, обман, разочарование. Попытается она одеть корону, она ее не оденет, потому что она ее носить не умеет. У нее будут небольшие такие понты в дальнейшем, но поскольку она такая среднестатистическая дамочка, то она корону носить, конечно же, не умеет и особо и не будет. Ей очень легко собьют эту корону окружающие люди. Поэтому вот такие пироги, ребятушки. Бумеранг он такой, что имеем не храним, потерявши плачем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!